Провал? Или мы ждали не тот Saints Row? 23 августа вышло переосмысление когда-то всеми любимой серии Saints Row, которая изначально задумывалась как клон GTA, но в итоге переросла в нечто очень веселое. Под чем тогда были разработчики, я не эксперт, но новая игра... В игре большая кастомизация персонажа, так было и в предыдущих частях серии, но здесь все по-новому. И если что, поменять внешность можно прямо с телефона почти в любой момент игры. Перезапуск всего похоже, но, к сожалению, графика в этой игре не 2022 года. Она больше на уровне, если не хуже, GTA 5. Чем-то похоже на Fortnite, но возможно это Sims 4. Я не графодрочер, поэтому сложно определить, но в глаза бросается. Далее, касаемо геймплея. Стрелять в игре комфортно, уже привычная RPG-система здоровья, вы можете настроить уровень сложности, всего их 5, но можно и свою сборную солянку замутить в настройках. Что-то я отвлекся. Поиграв несколько часов, могу отметить, что сюжет похож на начало 4-й части. Не хватает трэша и угара из 3-й, но критики высказались гораздо жестче. Также они спойлернули, что в игре нету всеми любимого дрына оригинала Шишкина из Киберпанка. Но мне что-то подсказывает, что именно эта игра была сделана в духе второй части, но с добавлением современности это выглядит не как банда святых, а как банда тиктокеров. Как же скучаю по Пирсу и Джонни Гетту, эх. Касаемо управления машин, оно в игре прям мега аркадное. После такого вы можете зайти в ту же GTA или Киберпанк и подумать, что это симуляторы вождения. Если смотреть на зрелищность, некоторые возмутятся, мол, зачем на нее смотреть? Графика ведь, да, но я не графодрочер. Но лицевые анимации меня уже избаловали, а тут они на уровне 2013 года. А вот все остальное смотрится вполне. Анимации добивания, катсцены, спецприемы. Да, тут большая линейная система прокачки. Под очередь попадает открытый мир. В целом тут напихали кучу игровых активностей, источники дополнительного заработка, кучу маленьких ларьков, есть и крупные магазины. Открытый мир большой в игре за счет пустыни. Чем-то пейзажи мне напоминают локации из Need for Speed Payback. На дорогах бывают заскриптованные сцены по типу ДТП, полицейских на вызове и даже пожара с пожарными. Также я заметил, что полиция конфликтует с бандитами, а не только с игроком. Из забавного, тут можно рыться в помойке, и это считается нормальным. Хотя я не удивлен, тут вообще есть банда, которая готова убить за то, что ты не поставил им 5 звезд рейтинга. Поэтому кто-то скажет, что рыться в помойке, играя в помойку, это уже мультивселенная, скатывающаяся игроиндустрия. Возможно, стоит подождать патч первого дня, но вряд ли он что-то сильно изменит. До процесса управления бандой я не дошел, но пункт в настройках игры такой был. Возможно, как и в предыдущих играх, просто кастомизация. В целом игра мне понравилась, но она не смотрится как AAA проект 2022 года. Напишите в комментариях, в каком году должна была выйти эта игра, чтобы можно было говорить о ее успехе и стоило ли ей вообще выходить.